Привет, друзья! 99,6% зрителей смотрит мои ролики без подписки. Пожалуйста, цените труд. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и не забудьте поставить лайк. Еще буду благодарен, если поделитесь роликом в социальных сетях. Спасибо всем, кто поддерживает и подписывается на канал. В будущем буду радовать полезными материалами. Знаменитый оранжевый фрукт любим многими не только за свой вкус. Апельсин обладает множеством полезных свойств, известных еще народной медицине. Узнаем, как правильно есть фрукт и кому нужно относиться к нему с осторожностью. История появления апельсинов в питании. Апельсин – самый известный и распространенный цитрус. Плоды вырастают на вечнозеленом дереве. Цветы апельсина крупные, приятно пахнущие, их собирают для чая или саше. По некоторым предположениям ботаников, апельсин может являться гибридом помело и мандарина. Изначально апельсиновое дерево выглядело совсем иначе. Оно было низким, покрытым колючками и имело горьковато-кислые плоды. Их не ели, но начали культивировать деревья из-за красивой яркой окраски плодов. Произошло это в Китае за 2300 лет до нашей эры. Постепенно китайцы скрещивали деревья с наиболее яркими и сладковатыми плодами и получили новые сорта. В Европе апельсин узнали только в 15 веке. Все оценили необычный и красивый фрукт и предприняли попытки выращивать дерево в новом климате. Для этого пришлось построить специальные теплицы, ограждающие заморский фрукт от холода. Их назвали оранжереями, от слова «оранж» – апельсин. Русское название апельсин мы позаимствовали у голландцев. Они называли его апельсин, что дословно переводится как «яблоко из Китая». Основные поставщики апельсинов по-прежнему страны с жарким тропическим и субтропическим климатом – Индия, Китай, Бразилия, теплые штаты Америки. В странах с холодным климатом апельсины могут выращивать только в оранжереях, поскольку на открытом воздухе деревья замерзают. Польза апельсинов. Апельсин крайне полезен при авитаминозе, поскольку содержит множество витаминов в высокой концентрации – С, А, Е, витамины группы В, пектин и клетчатка в составе апельсина помогают при различных заболеваниях желудка и кишечника. Они обволакивают слизистую, способствуют ускорению перистальтики при запорах, питают полезные микроорганизмы в кишечнике. Кстати, именно пектин дает апельсиновому джему такую желеобразную структуру. Также апельсиновый сок пьют за едой для возбуждения аппетита, что поможет во время болезни съесть нужное количество пищи. Фитонциды в составе этого фрукта обладают антибактериальным эффектом. Если съедать половинку апельсина во время простуды, слабость и разбитость немного отступит, и вы поправитесь быстрее. Апельсин недаром называют солнечным фруктом, у этого есть научная основа. В кожуре фрукта есть эфирные масла, которые часто используются в ароматерапии и добавляются в различные мази. Апельсиновое масло оказывает расслабляющий, седативный эффект, при этом улучшая настроение. Запах апельсина по статистике на 3-м месте среди популярных ароматов. Уступает он только шоколадку и ванили. Известно также положительное влияние апельсина на сердце и сосуды. Антоцианы в составе этого фрукта обладают антиоксидантным действием, оберегая клетки от пагубного окислительного процесса. Флавоноиды снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшая ломкость сосудов. Также они предупреждают образование тромбов, тормозя процесс свертывания крови и увеличивая эластичность красных клеток крови. Вред апельсинов. Любые цитрусовые являются сильным аллергеном, до года детям этот фрукт давать нельзя. Неаллергикам можно давать пробовать апельсины после года, склонным к аллергии детям, не раньше 3 лет. Апельсин обладает высокой кислотностью, что плохо сказывается на зубной эмали. Тем, у кого проблемы с эмалью и риск ее разрушения высок, лучше прополаскивать рот после употребления апельсина в пищу. Или же можно пить сок через трубочку, чтобы уберечь зубы. По этой же причине пить натощак свежевыжатый апельсиновый сок или есть плоды не стоит людям, страдающим язвой, гастритом, повышенной кислотностью желудочного сока. Лучше полакомиться фруктом после приема пищи, и только в стадии ремиссии, советуют врачи, диетолог. Применение апельсинов в медицине. В современной медицине применяется в основном масло апельсина, добываемое из кожуры. Оно активно используется в ароматерапии и добавляется в различные косметические средства. Пить сок и есть апельсины также рекомендуют ослабленным людям при авитаминозах. Полезны апельсины и при задержке желчи, мочи, запорах, поскольку плоды обладают легким моче, желчегонным эффектом и ускоряют перистальтику кишечника. В народной медицине листья, кожуру апельсина используют в виде отваров как успокоительное средство. Как выбрать и хранить апельсины? Апельсины собирают еще зелеными, чтобы они пережили перевозку. Дополнительно фрукты покрывают воском с фунгицидами против грибков. Эти вещества в небольшой дозе не опасны для человека, но мыть плоды все равно лучше тщательно и под горячей водой. При выборе обратите внимание в первую очередь на вес плода.
Сочные тонкокожие апельсины тяжелые, не слишком большие по размеру и имеют ровную непористую кожуру. А вот цвет кожуры не обязательно должен быть оранжевым, иногда зеленый бачок бывает у вполне зрелого плода. Вызревшие апельсины имеют яркий характерный запах, но он может быть слабым из-за покрытия воском. При комнатной температуре апельсины хранятся максимум пару недель, после начинают сильно высыхать. Для более долгого хранения упакуйте плоды в бумагу, лучше каждый апельсин отдельно, и уберите в холодильник. Так фрукты пролежат до 2 месяцев. Друзья, на этом все. Берегите себя и будьте здоровы. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик. А также прошу вас помочь мне набрать 500 000 подписчиков до конца зимы. Всем пока!